Abhay Charana in the Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON BBT Pratishtha Acharya Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadip Dham ki Shri Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaur Premanand Slava Sabravsim Sabrinam Slava Sabravsim Sabrinam Slava Sabravsim Sabrinam Slava Shishi Guru Shri Guru Nabhi Hradam Bujadasi Brahma Vishva Sri Jampati Yasyambasi Sayanasya Yoga Nidram Vitanvata Nabiradam Bujadasi Brahma Vishva Sri Jampati Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера его пупа вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брахма, господин всех конструкторов Вселенной. Комментарий, да?
Может, это может прочитать, потому что у меня голос. Да. Первым Пурушей является Карнакашая Вишну. Из спор на его коже появляются бесчисленные вселенные. В каждую вселенную Пуруша входит в форме Гарбхадакашая Вишну. Он возлежит на водах своего тела, заполняющих половину вселенной. А из пупа Гарбхадакашая Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брахма, отец всех живых существ и главный среди полубогов-конструкторов, участвующих в создании совершенного порядка вселенной и управляющих ею. Внутри стебля лотоса находится планетная система 14 видов, типов. Планеты типа Земли расположены посередине. Над ними находятся другие, лучшие планетные системы, высочайшие из которых Брахма-лока или Сати-лока. Под системой планет типа Земли расположены 7 низших планетных систем, населенных асурами и подобными из материалистичными живыми существами. Из Гарбхадакашая Вишну исходит экспансия Кширдакашая Вишну, который является общей параматмой всех живых существ. Его называют Хари, и он источник всех воплощений во Вселенной. Из вышесказанного следует, что Пуруша Аватара проявляется в 3 аспектах. Первый – Кармдакашай, создающий совокупность материальных ингредиентов в Махаттатве. Второй – Гарбхадакашай, который входит в каждую Вселенную. И третий – Кширдакашай Вишну, являющийся параматмой всех материальных объектов, и живых, и неживых. Тот, кто постиг эти полные аспекты личности Бога, обладает истинным знанием о Боге, и благодаря этому, по утверждению Бхагавад-гиты, освобождается от материальной обусловленности, рождения, смерти, старости и болезни. Данный шлок является кратким описанием Махавишну. Махавишну по своей воле ложится в определенной части духовного неба. Итак, он возлежит на океане Карана, откуда он бросает взгляд на свою материальную природу, что тотчас же приводит к возникновению Махат-татвы. Заряженный таким образом энергией Господа, материальная природа сразу же создает бесчисленные вселенные, подобно дереву, которое в положенный срок украшается бесчисленным количеством зрелых плодов. Землевладелец, сажая семя, и со временем из него вырастает дерево или лоза со множеством плодов. Ничто не происходит без причины, поэтому океан Карана называется причинным океаном. Карана означает причиной. Не следует бездумно соглашаться с атеистической теорией творения. В Бхагавад-гите приводится подробное описание атеистов. Атеист не верит в Творца, но предложить лучшей теории, объясняющей причину творения, он не может. Без энергии Пуруши материальная природа не обладает способностью творить. Так же, как Пракрити, женщина не может родить ребенка без связи с Пурушей, мужчиной. Пуруша оплодотворяет, а Пракрити порождает. Не стоит предполагать наличие молока в мясистых выростах на шее козы, хотя внешне они похожи на соски. Подобно этому и от материальных ингредиентов также не следует ожидать проявления созидательной силы. Мы должны верить в силу Пуруши, оплодотворяющей Пракрити, природу. Желаний Господа возлечь в медитации было достаточно, чтобы материальная энергия немедленно создала все бесчисленные вселенные, а Господь возлег в каждой из них. Так, по воле Господа, сразу же были созданы все планеты со всеми их атрибутами. Энергия Господа безгранична, и потому Он может поступать как ему угодно, осуществляя свои совершенные планы, хотя ему самому и не нужно ничего делать. Нет никого, кто превосходил бы его или был равен ему. Таково заключение Вед. Еще раз. Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера его пупка вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брахма, господин всех конструкторов во Вселенной. This chapter is called Krishna, the source of all incarnations. Эта глава называется «Кришна – источник всех воплощений». And most of the incarnations, almost all in fact, that appear in this material world, they come through the agency of Garbhadakshaya Vishnu. И почти все инкарнации, которые являет Господь в этом мире, они исходят из Гарбхадакашая Вишну.
not exactly just coming out of his body, but they appear through his potency. So. Они как бы благодаря его потенции проявляются в этом мире. Не прям с его тела, но вот как бы это его потенция, его энергия. But Krishna, of course, he is the source of Garbhodakshai Vishnu and all the different incarnations. Ну, конечно, все равно Кришна, он является источником Гарбхадакашая Вишну, как следствие всех остальных воплощений. And when Krishna appears, of course, he comes personally. He doesn't come through the agency of Garbhodakshai Vishnu. И естественно, когда Господь Кришна сам не сходит, он не исходит из Гарбхадакашая Вишну, не через его потенцию. He appears directly, and Lord Chaitanya also, being non-different from Radha and Krishna, appears directly. И он является непосредственно с духовного мира, и точно так же Господь Чайтанья приходит лично, поскольку это он не отличен от Шримати Радхарани и Кришны. But the other incarnations, they come through Garbhodakshai. Но остальные инкарнации, они исходят из Гарбхадакашая Вишну. So that's one of the reasons why the Vishnu forms are being described first in this chapter. И это одна из причин, почему формы Вишну, они обсуждаются в этой главе. In the beginning, В начале. And of course, Lord Chaitanya explained that there are 6 kinds of incarnations. Конечно, Господь Чайтанья, он объясняет 6 типов объяснений, воплощений. So the Purusha avatars are one of those categories of incarnation. Пуруша аватары, это они являются одними первых в категории воплощений Пуруша аватары. Then there are Lila avatars, Также лила аватары потом, of which many are described in this chapter, которые обсуждаются в этой главе очень много. like Rama, Narasingha, Vamana, Рамачандра, Нарасимха, Вамана. Varaha, Kurma. And then there are the Yuga avatars. Также потом юга аватары. They are described in detail in 11th canto of Srimad Bhagavatam. Они более подробно объясняются в 11-й песне Шримад Бхагаватам. That in Satya Yuga, Lord appears in a white color form. В Сати-югу Господь является с цветом белым цветом кожи. And one of his names is Kamsa. И его имя Хамса. He teaches meditation. Он учит медитации. Then in the Dwapara Yuga, he appears in, I think, it's reddish form. В Двапара-югу он является с цветом красного тела. Prishnigarba is one of the names. Кришнигарбха одно из его имен. In Treta Yuga, the Lord, in this recent, Treta Yuga is reddish color. Извиняюсь, в Трета-югу он является красного цвета. And in Dwapara Yuga, И Двапара-югу. in this Dwapara Yuga, recent one, Lord Krishna personally appears. И в эту югу, вот именно в эту Двапара-югу явился Господь Кришна. But that only happens, according to scripture, once in a day of Brahma. Но это в соответствии с Писаниями происходит только один раз в день Брахмы. And the day of Brahma lasts for, I think it's 1008 cycles of 4 yugas. 1008, what they call Divya Yuga. His day including it. Brahma's day lasts for 1008 times the 4 yugas. День Брахмы состоит из 1800 юг. 9 юг. 1008. 1800. 1008. Да. 1008. That is, I think, it's calculated by lifetime of 14 manus. Это жизнь 14 ману.
And each Manu, I think, 72 Divya Yuga. I think И it's в каждый ману живет на протяжении 72 дивья-юг. so like that, 1008 Divya Yuga. So Krishna only appears once. And there is also nighttime of Brahma, also same length of time. So Krishna only appears once in that period. И Кришна, он всего лишь один раз является в день Брамы. И также у Брамы есть ночь, которая длится столько же. Krishna only appears once in each universe. Each universe in that period. И Господь Кришна он воплощается только один раз в каждой вселенной в этот период. But then he does appear in another universe. He moves from one universe to И another. потом он воплощается в следующей вселенной. So he's always appearing somewhere in the material И creation. поэтому он воплощается всегда где-то в материальном творении. And it's said that when devotees become pure enough, absorbed enough in love of Krishna to go back to Godhead, first they go to the universe where Krishna is performing his pastimes. From there, they go to the spiritual world. И говорится, что преданный, когда он очищается, становится достойным того, чтобы вернуться в духовный мир, он сначала является в той вселенной, где Господь Кришна проявляет свои лилы, в лилах Кришны. And then to the И spiritual. потом уходит в духовный мир. So anyhow, in the Dwapar Yuga, other Dwapar Yuga, Lord comes to teach process of archana, deity worship. В другие два пара-юги Господь приходит для того, чтобы учить процессу поклонения арчаны. So in Kali Yuga, similarly, Lord Chaitanya only comes once in a day in Точно Brahma. так же Господь Чайтанья приходит один раз в день Брамы. He Кали-юги. always comes after Lord И Krishna's он всегда appearance. приходит после явления Господа Кришны. So in the other Kali Yugas, there is also Yuga Avatar who teaches Harinam И Sankirtan. также есть другие Кали-юги аватара, которые учат Харинама Санкиртане. But when Lord Chaitanya, and that incarnation has a blackish color in other Kali Yugas. Но в другие Кали-юги это аватары имеют темноватый цвет тела. But in this Kali Yuga, because Lord Chaitanya comes after Krishna's appearance, so there's no separate Yuga avatar. Lord Chaitanya also performs the function of the Yuga avatar. Но поскольку в эту югу Господь Чайтанья явился сразу после Господа Кришны, в эту югу нету отдельной юга-аватары, который учит юга-дхарме. Господь Чайтанья на себя берет эту функцию. But Lord Chaitanya is much more than simply Yuga Но avatar. Господь Чайтанья, он больше, чем He юга-аватара. is non-different from Radha and Он не Krishna. отличен от Рады и Кришны. So it's a very special Kali Yuga. Поэтому это очень особая Кали-юга. And some great sages, they even worship this Kali Yuga И великие мудрецы, они даже вот поклоняются этой Кали-юге. because it's a very special opportunity to develop pure love for Radha and Krishna. Поскольку это является особая, в эту югу дается особая возможность развить в себе чистую любовь к Раде и Кришне. But anyway, the process of doing that is Harinam Но Sankirtan, так или иначе, процесс этого, это Харинама Санкиртана, Prem Sankirtan. Према Санкиртана. So then there are other kinds of avatars. There are the which one then? These Vishnu avatars, they're Purusha avatars. Но также вот другие аватары, Вишну аватары, Пуруша аватары. The three Purusha avatars are Karanadakshay Vishnu, Garbhadakshay Vishnu, and Shiradakshay Vishnu. Три Пуруша аватара, вот, которые Махарадж перечислил здесь. The Karanadakshay Vishnu is also known as Mahavishnu, Каранадакашай Вишну также известен как Махавишну. and he's called Karanadakshay because he lies on the Karana Jal or the causal ocean. И его называют Каранадакашай, потому что он лежит на причинном океане Карана. And then the universes come out from the pores of his skin И Вселенная исходит из пор на его стиле, when he breathes out. когда он дышит, And when he breathes in, the universe go back into his body. выдыхает. И когда он вдыхает, все вновь втягивается в него, все входит.
So when the universes are manifested, there's only darkness and silence in the beginning. И когда Вселенная проявляется, то в самом начале там просто тишина и темнота. So the Lord expands as second Purusha avatar, as Garbhodakshaya И Vishnu. потом Господь проявляет вторую Пуруша аватара Гарбхадакашая Вишну. He enters each universe. И он входит в каждую Вселенную. And the perspiration from his body creates an ocean, Garbhodak ocean in the bottom of the И пот universe. его тела создает океан Гарбадака. So he lies on that ocean. И он ложится на этот океан. Of course he lies, these Vishnu incarnations, they lie on a Seshanaga, Конечно, Господь Вишну, он ложится на Шешанагу, which is the expansion of Balaram. который является экспансией Баларама. And from his navel comes the lotus flower on top of which Brahma appears. И из всего пупка вырастает цветок лотоса, на вершине которого является Брахма. And then there's third Purusha avatar, Kshirodakshaya Vishnu. И потом проявляется третья Пуруша аватара Кширадакашая Вишну. So he enters into the heart of every living И entity он входит в сердца каждого живого существа, as a super soul. как сердуша. And he's also residing on the Svetadvip planet. И он также обитает на Шветадвипе. And there he is the predominator of the mode of goodness. И он также повелитель гуны благости. Prabhupada mentions in one place that super soul is only manifested in the material world. И в одном месте Прабхупада говорит, что сверхдуша проявлена только лишь в материальном мире. In the spiritual world, the living entities have the direct relationship with the Supreme В Lord. духовном мире живые существа имеют непосредственное отношение с Господом. But in the material world, they're in the darkness of illusion, so the Lord accompanies them from within the heart to guide them. Но из-за темноты иллюзий, в которой пребывают живые существа в этом мире, Господь воплощается в их сердце для того, чтобы вести их в этой жизни, подсказывать им, как им действовать. Or to at least witness their activities. Witness. Видно, из-за... Свидетель. Он является свидетелем их деятельности. So like that, I'll probably give example actually. He said like, sometimes there is a festival or carnival in your city. И Прабхупада вот приводит пример, говорит, вот допустим в вашем городе проводят какой-то фестиваль или карнавал. Say, example, recently was Olympic game in Sochi. Ну вот как, например, недавно были Олимпийские игры в Сочи. So the government he appointed some special officer to oversee the Olympic games. И вот государство, оно назначило особых таких людей, которые бы наблюдали за этим всем, контролировали это все, чиновники, полиция. Like in Sydney, also in 2000, Australia, there was Olympic game. They appointed Minister of Olympic. И они вот в Сиднее также были Олимпийские игры в 2000 году, и они там назначили министра даже по Олимпийским играм. So he was working for a few months before, or maybe 1 year before, during the Olympic, and after for a few months, and after that, no need for Minister of Olympic. И вот он, допустим, за год там начинает подготавливать, все смотреть, потом проводит Олимпийские игры, еще пару месяцев там это все собирает, и потом уже в нем нет нужды. It was not a permanent position. То есть это не постоянное положение. So Kshirodakshaya Vishnu also just manifested as a super soul, while the living entities are active in the material world. И поэтому точно так же Господь является в виде сверхдуши рядом с живым существом только до тех пор, пока живое существо хочет действовать в этом мире. When the universes go back into the body of Mahavishnu, the living entities, conditioned souls, they also go back into dormant condition. И когда Вселенная втягивается в поры Махавишну, все живые существа также входят в него вместе с ним. So no need anymore for the super soul to supervise their И activities. поэтому уже в сверхдуше нету смысла для того, чтобы она наблюдала за их деятельностью, поскольку живые существа уже входят в самого Вишну. But when they become manifested again, then, and Garbhodakshaya Vishnu also not manifested. Garbhodakshaya Vishnu only manifested when the universes
are manifested. И точно так же Гарбада Кашая Вишну, он также уходит в непроявленное состояние, когда Вселенная входит в Маха Вишну, потому что в его, нет смысла в его присутствии. But Mahavishnu, he is always manifested. Маха Вишну он всегда проявлен. So these are the Purusha avatars. И также вот, это вот Пуруша, аватары. And then another kind of incarnation is Guna avatar. Есть еще также Гуна аватары. And Kshirdakshai Vishnu also considered as Guna avatar. И Кширда Кашая Вишну также считается Гуна аватаром. Some incarnation they go into two categories. Некоторые инкарнации, они могут быть даже в двух категориях аватар. Kapila Dev, also he is sometimes considered as Leela avatar, but also as Shaktivesh avatar. И вот как Капила Дев, иногда он считается Лила аватаром, также он считается и Шактивеш аватарой. Anyway, so Kshirdakshai Vishnu is Guna avatar. There are three Guna avatars in charge of the three modes of material nature: Brahma, Vishnu, and Shiva. И, так или иначе, Вишну, Кширда Кашай Вишну, он является повелителем гуны благости. И есть вот три повелителей разных гун: Брахма, Вишну и Шива. Brahma in charge of Rajagun. Брахма повелевает страстью. He is the creator, Он является творцом, or we say secondary creator. вторичным творцом. Ultimate creator is Vishnu, Изначальный Krishna. творец это Кришна, Вишну. But Brahma is, acting on their behalf to create the different planetary systems within the universes. Но Господь Брахма действует от их имени для того, чтобы создать различные планетные системы. And Shiva is the destroyer. И Шива, он уничтожает все. When the time comes to wind up the creation, he destroys everything in the material world. И когда приходит время разрушить все, он берет на себя эту обязанность, разрушает. And he's also in charge of the mode of ignorance, oversees living entities in the mode of ignorance. Он также отвечает за гуну невежества, повелевает ей. And Vishnu, he's overseer of the mode of goodness. И Господь Вишну, он повелитель гуны благости. There is a story, of course, how the sages once requested Bhrigu Muni to ascertain who is topmost, Brahma, Vishnu, or Shiva. И вот есть такая история, когда один мудрец попросил Бригу Муни выяснить, кто является высшим, Брахма, Вишну или Шива. So Bhrigu Muni also is one of the sons of Brahma. Бригу, он один из сыновей Брахмы. So he approached Brahma, and usually the son, he should show all respect to the father. He should offer his obeisances. И вот он подошел к своему отцу, Господу Брахме, и обычно сын, когда подходит к своему отцу, он выражает свое почтение, уважение и поклон. But he didn't do. He went up and began speaking in a very, familiar way. И он этого ничего не сделал, и кроме того начал с ним очень фамильярно разговаривать. So Brahma became angry. He was upset with that. И Господь Брахма, он очень разгневался и расстроился вообще. He was very displeased. Он был очень неудовлетворен. And Bhrigu could see that, И в Кригу он мог это увидеть. And then he went to Lord Shiva, who is his brother, because Shiva is also son of Brahma. И потом он пошел к Господу Шиве, который является его братом, потому что Господь Шива также сын Господа Брахмы. And, Shiva came to embrace him, my dear brother. И Господь Шива подошел к нему, обнял его и говорит: мой дорогой брат. And Bhrigu said, go away, don't touch me, you're covered in ashes and surrounded by all kinds of ghosts, don't come near me. Но Бригу он оттолкнул его, сказал: не подходи ко мне, у тебя тут привидения вообще за пазухой, там змеи всякие, пепел вообще, осквернишь меня. So Shiva took his trident, he was about to kill. И Господь Шива схватил свой трезубец, и он уже почти убил Кригу. But Parvati said, no, don't. Парвати He's a Brahmin, сказала: он don't. Брахман, пожалейте Брахмана. So the offense to Lord Brahma was a mental offense.
И Господа Браму он оскорбил ментально, ну, на уровне ума оскорбил. And Shiva offense was verbal. А Господа Шиву он оскорбил словами. So verbal offense is stronger than mental offense. И вот оскорбление словами куда сильнее, чем оскорбление, нанесенное в уме. And then he went, the greatest offense is a physical offense. Но самое сильное оскорбление это физическое. So he went to Lord Vishnu, И он подошел к Господу Вишну, you know, who was lying down and Lakshmi was massaging his lotus feet. который возлежал на Шеша, и Лакшми Деви массажировал ему стопы. And he, Brigu, stepped onto the chest of Vishnu. И Бхригу он наступил прямо на грудь Господу Вишну. A very serious physical offense. И это очень серьезное физическое оскорбление. But Lord Vishnu, he didn't become angry, he didn't retaliate. Но Господь Вишну, он не оскорбился этим. He said, Никак. "Oh, you're most welcome, my dear Brigu Muni. О, ты, мой дорогой Бхригу Муни, мы всегда рады тебя видеть. I hope that my hard chest has not hurt your soft lotus foot." Я очень надеюсь, что моя твердая грудь и мое твердое сердце не поранили твою стопу. Please have a seat. Пожалуйста, присядь. Wash the feet of Brigu, because Brigu was a brahmana. И он намыл стопы Бхригу, поскольку он был браманом. Sprinkled the water on his head. И он разбрызгал воду на Лакшми. свою голову, и Лакшми там досталось тоже. Lakshmi actually, Lakshmi, she was not happy with this. Но Лакшми Деви, она была не сильно счастлива такой Therefore, it said картине. it is said she does not favor the brahmanas. Sorry. Therefore, it is said she does not favor the brahmanas. Поэтому говорится, что она не сильно любит браманов. Therefore, brahmanas are usually poor. Поэтому браманы бедные у вас. But anyway, then Brigu related this incident to the sages. Но Бхригу, он вот этот инцидент он описал мудрецам. And they could understand, yes, then Vishnu is the topmost. И тогда мудрецы они смогли понять, что Вишну он является высшим. The offense was the most serious, it was physical, but Поскольку he didn't become upset, he didn't become angry, rather he offered all respect to Brigu Muni. Поскольку он нанес ему самое сильное оскорбление, вот, но Вишну, физическое оскорбление, но Вишну он никак не расстроился, никак не разозлился, но наоборот он выказал свое почтение мудрецу. There's a story also about Atri Muni. Также есть еще одна история об Атри Муни. Atri Muni. So he wanted to have a son like the Lord. И он хотел иметь сына такого же, как Господь. So he didn't know who should worship Brahma, Vishnu, or Shiva. So he worshipped all three. И он не знал, кому поклоняться, чтобы получить такого сына Брамы, Вишну или Шивы, поэтому он всем трем на всякий случай начал поклоняться. So they all appeared to him, and he asked benediction, son like the Lord, and they said, "You'll have three sons. You worshipped all of us. You'll have three sons, one from each." Они сказали, что поскольку ты поклонялся всем нам трем, у тебя будет три сына, каждый один из нас. So one from partial expansion of Vishnu is Dattatreya, И первый сын это частичное воплощение Вишну Дататрея. and partial expansion of Brahma is Soma, moon god. Частичное воплощение Брамы, которое явилось у него, это был Сома. And partial expansion of Shiva И частичное воплощение Господа Шивы is было Durvasa Muni. Durvasa Muni. So anyway, those are the Gunavatars. Then we have the last category, Shaktavesh Avatar. Так, это были гуна аватары, и последняя категория это шакти веш аватары. These are the jivas who are especially empowered by the Lord. И это те дживы, которые особо уполномочены Господом. They're empowered for a specific purpose. Они уполномочены на особую
назначение, особую цель. Like Prithu Maharaj, he was empowered to rule the world. Как Притху Махарадж, он был уполномочен на то, чтобы управлять этим миром. Vyasadeva is empowered to write the scripture. Ясадева был уполномочен на то, чтобы записать Священное Писание. Naranarayan Rishi, they were empowered with great renunciation. Нарайан и Риши были уполномочены на отречение от этого мира. As if Krishna himself is doing those things. They're empowered to the degree as if Krishna himself. И Господь Кришна, Он сам непосредственно уполномачивает их до той степени, до которой это надо, каждого живого существа. They're very expert in their particular department or particular function. То есть они становятся экспертами в какой-то определенной виде деятельности, профессионалами. But they're still their jiva. Но по-прежнему это дживы. There was a question asked once by one of the artists to Srila Prabhupada. И один раз у Прабхупады один артист, художник спросил вопрос один. So he was painting the picture of Prithu Maharaj for Он the Bhagavatam. рисовал картину Притху Махараджа для Бхагавата. And he asked Prabhupada that we should put a halo around the head. И он спросил у Прабхупады, должны ли мы вот этот нимб над головой размещать Притху Махараджа или нет. And Prabhupada said, no, he is jiva. Прабхупада сказал, нет, он жива. You see, even though he's Saktavesh avatar. Даже если он Шактивеш аватар. Only the Vishnu Tattva avatars, they have halo. Только Вишну Татва аватары имеют вот этот нимб над головой. So like that, anyway, 6 categories of incarnation were described by Lord Chaitanya. И вот так или иначе, вот 6 категорий воплощений были описаны Господом Чайтаньей. And in this chapter, we'll be reading about, various incarnations, not a complete list, but many of the main incarnations. И в этой главе мы будем читать, не о всех воплощениях, но об основных воплощениях, об многих воплощениях Господа. And then, after, giving this list, then it is stated, Bhagavatam says that, Ete changsa kalam pumsham, Krishnas tu bhagavan swayam, indrari vyakalam lokam, mridayanti yuge yuge. After, yes, after. И после того, как вот все аватары будут перечислены, Шримад Бхагаватам будет сказано, что вот этот стих Кришнасту Бхагаван Сваям, Кришна является источником всех. Yeah, there are many different kinds of plenary portions and parts of the plenary portions of the Lord, but Krishna is the original Bhagavan Svayam. Есть много воплощений, частичных воплощений, но Господь Кришна является источником всех воплощений. And so this is setting the mood for the whole of the Bhagavatam. И это дает настроение всему Бхагаватам. And there are detailed descriptions of the pastimes of some of these incarnations. И детальное описание будет приведено в Бхагаватам каких-то этих воплощений, не всех. Будет описано Бхагаватам. Нарсинья, Вамана, Нрсимха, Вамана, Вара. Они более детально будут описаны. But still the focus is that Krishna is the original personality of Godhead. He's the source of all incarnation. So the greatest stress is given to the pastimes and descriptions of Lord Krishna. Но все равно красная нить будет сохраняться такая, что Господь Кришна является источником всех воплощений. И в конце концов он будет описан вот полностью он будет описан сам 10-й лист. Yes. Prabhupada says that Bhagavatam is sometimes compared to the body of the Lord. Иногда Прабхупада говорит, Бхагаватам сравнивает с телом Господа. So the first canto is like the lotus feet of the Lord. Первая песня это как лотосные стопы Господа. But the 10th canto is the lotus face of the Lord. Но 10-я песня это лотосное лицо Господа. When we worship the Lord, we begin the offering incense, flower, whatever, to the lotus feet, and gradually knees and waist and up, chest up to the lotus face. И когда вот мы поклоняемся Господу, мы начинаем с лотосных стоп, потом понемногу поднимаемся к колени, пупок, грудь и голова, и предлагаем. Таким образом доходим до лица. So we shouldn't
We should start reading Bhagavatam from the beginning, just as you were doing, И поэтому мы должны начинать изучать Бхагаватам с самого начала, вот как вы это делаете. and then gradually progress through all the И cantos. потом потихоньку переходить к другим песням, развиваясь, прогрессируя. And then come to 10th canto, Lotus И Face. таким образом подойти к 10-й песне лотосному лицу. Prabhupada said like that, we read one verse every day, we discuss about the Прабхупада verse. говорил, вот мы должны читать один текст в день, обсуждать его. In this way we can read the whole Bhagavatam in this life. Таким образом мы можем прочитать весь Бхагаватам. And next life, he said, we can begin again. И в следующей жизни можем опять это начать. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Yes. А там говорится, что у Дататрея у него 3 головы. И это не то, что там он в одном и Шива, и Вишну, и Брахма явились. There is mentioned that Dattatreya has 3 heads. И что? 3 головы. Ну и что? Ну, что это Вишну, Шива в одном. And there is mentioned that these 3 heads You understand? Это сказано, allow to relate to Brahma, Vishnu, Shiva. это сказано в Бхагаватаме? Это в Бхагаватам сказано? Не, я спрашиваю. He asking just. Я не Is that слышал. true or not? Не слышал. Он не слышал. Возможно, где-то. Вы слышали это? Ну, слышал, но я просто хотел узнать. Я не помню. То есть он как Так отдельно, как написано. Вишну, трехголовый явился, да, получается? Кажется. Yes, he's expansion of Vishnu, so. Он экспансия Вишну. Дататрея. Yeah. Да. Да, как отдельная экспансия Вишну. С 3 головами. These 3 heads. Да. Vishnu, he has 1,000 of head if he wants, as Yeah, many as he wants. Если он захочет, если захочет, и 1000 голов, для него это не проблема. А вот в христианской традиции изображают Иисуса Христа с нимбом, а также всех святых с нимбом. Это получается не авторитетно, In Christian поскольку tradition, they Put halo on, yeah, yeah. they put halo to Well, look Jesus that Christ. according to their tradition they're doing. But anyway, in Gaudiya, Brahma Sampradaya, Prabhupada said you don't put on the activation. Наши традиции не могут что-то это и делать, но в нашей традиции Гаудия Вайшнава Прабхупада сказал, что мы не должны. Это их традиция. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Advaita Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaur Premanandi.